Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз гороскоп. Лето 2023 года. Давайте узнаем, что думают карты, каковы подсказки на этот период, на 3 месяца. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Все же один знак зодиака не говорит о личной истории каждого, о каких-то качествах, о событиях, которые нас окружают. Итак, что нам тут хотят сказать? Карты выпадают, карта Иерофант. Все мы делаем по закону, по правилам. Но, наверное, где-то ваш Юпитер. Все-таки это у нас планета власти в первую очередь, который будет менять у нас знак уже в мае, своим любимцам, стрельцам, будет помогать во всех свершениях, как и исполнить какие-то свои амбиции, да, какое-то дело решить, может быть, или начать, почему нет, но и заработать деньги буквально. Но все у нас должно быть упорядочено, мои дорогие, или где-то по закону. Как будто с другой стороны, все-таки Иерофант это не просто законник, а знаете, как будто вот нам полагается что-то хорошее, доброе, светлое. Ну и для карманок тоже. Опять же скажу амбиции, потому что по этой карте это уже вы профессионалы в каком-то деле, и как будто мы улучшаем как свой профессионализм, так и доход. Положим карты. Ну, главное, чтобы голова не закружилась от успехов. Все-таки у нас семерка кубков. Быть реалистами. Итак, судьбоносные события мы заявили, да? Или каков будет судьбоносный поворот? Мы смотрим за эти 3 месяца. Как видят это карты. И вот именно этот вопрос мы и зададим. В колоде Таро иллюминатов. Каковы судьбоносные события для стрельцов в течение лета? Что это будет? Ну, вообще много драйва будет. По этой карте 3 момента. Это информация, скорость и, может быть, перемещение. Как ваша куда-то поездка, так и к вам может прийти человек. Может какая-то новость прийти, подталкивая вас сделать какой-либо вывод или выбор. Но и вообще это огненная энергия. Это когда нам чем-то хочется заниматься, чем-то мы вдохновлены. Значит, будет у нас достаточно и сил, и мотиваций, но, наверное, и средств тоже. Интересный период жизни. Может быть, будет зависеть от того, что же это будет, какова новость будет, а что еще. Правда, про финансы. Может быть, финансы выйдут на первый план для вас, зарабатывание денег. С другой стороны, ведь это карта мецената. И для тех, кто занимается своим творчеством. Или вы раздумывали долгое время, а уйти ли мне в свободное плавание, работать на самого себя. Не в организации, а вот именно себя как бы развивать. У вас получится. И если вы просто человек творческой профессии, который, ну, пишете картины, книгу пишете, тут как раз мы можем найти поддержку для своего проекта. В принципе, мы можем по этой карте получить, например, ипотечный кредит. То есть кредиты проходят тоже. Те, которые более глобальные, на длительный период, для чего-то основательного. Получение денег в принципе. И все-таки 6 это у нас всегда победа. Здесь победа именно в решении финансовых вопросов. Или через призму финансов, через деньги. Тоже вы будете что-то решать лично для себя. А что еще? Ну вот как там перевернулась у нас, точнее была на дне колоды семерка кубков, и я сказала, что главное, чтобы голова не закружилась, не запланировать себе или не надумать чего-то сверх, да, со знаком плюс, когда это карта иллюзорного успеха. Так вот, наверное, любые мысли нужно контролировать, мои дорогие стрельцы, как и не увлечься чем-то эфемерным, так и буквально не создавать себе какой-то лишней философии глубокой на мелком месте. Иначе нас эмоции могут куда-то увести не в ту сторону. Как и нарисуют каких-то радужных таких перспектив нереальных, так и создадут нереальные. Ведь это карта нереальности, это карта ночного кошмара. Называется это то, чего нет на самом деле. Так вот мы и со знаком минус эмоций, если они у нас будут, мы начнем себе мешать. И часто эта карта чисто физиология. Если есть какая-то инсомния, бессонница, значит тут нужно уделить в первую очередь режиму труда и отдыха. Нужно хорошенько отдыхать, мои дорогие, потому что уставшие люди делают ошибки, и часто именно бессонница от какого-то
перенапряжения мысленного, может быть, мы думали много. Или если вы работник умственного труда, тогда отдыха нужно себе давать в 2 раза больше, потому что физически мы можем быстрее восстановиться. А вот от мыслей отделаться, тут сложнее. Душевное равновесие для вас будет очень важно. Это залог вашего успеха, по сути дела. И что еще? И что тогда? Правда. У вас, посмотрите, насколько, в принципе, успешный период в течение лета. Получение денег идет у нас, это туз пентаклей, с другой стороны туз или пентакль похож на рулетку, и для кого-то из вас это может проиграться как событие или новость, с учетом рыцаря жезлов, которую мы не ожидали. И поначалу это может выглядеть как, знаете, что-то действительно со знаком минус. Но это то, что мы говорим по судьбе, да, вот как будто через такую новость мы должны пройти. И впоследствии мы понимаем, что для нас это все равно все складывается в плюс. Хотя на первый момент нам может показаться, как, знаете, мы, ну, говоря, оторопели, да, или не ожидали, что-то нам придется перепланировать. Мы уже как бы рассчитали одну какую-то траекторию, а здесь придется как-то с какими-то новостями провзаимодействовать и что-то скорректировать. Но я так думаю, это не для всех проиграется, для большинства из вас. Все-таки основное значение этой карты, особенно второй иллюминатов, это конкретно деньги или осуществление, получение желаемого. Прекрасно, мои дорогие. Значит, где-то вокруг денег. Правда, отдыхайте. Вот не случайно на дне колоды еще раз нам выпадают уже, смотрите, 2 мечевые карты, и обе карты говорят об отдыхе. Это 4 мечей, когда приведи мысли в порядок, вот не допуская никаких минусовых каких-то философствований ненужных, когда мы себе сами мысленно, ментально можем усложнить ситуацию. Ведь когда выпадают пентакли, это значит, все вопросы будут стоять в моменте здесь и сейчас. Или мы должны быть реалистами, видеть, что у нас на данный момент складывается. Не одевать как и розовых очков, так и не мешать себе, вспоминая там что-то из прошлого. Хорошо, идем дальше. И достанем по одной карте на месяц. Каковы энергии, как видят карты. Июнь. Июль. Август 2023 года. И на колоде Таро Висконти Сфорца мы посмотрим энергию по основным сферам жизни. Дело, работа, бизнес. Что денежки на июнь? И какова личная жизнь в целом, энергетику смотрим в июне месяце. А что нам июль готовит? Дела, работа, бизнес. Финансы в июле 2023 года. И личная жизнь. И август. Дела, работа, бизнес. Как будут складываться дела наши. Что у нас будет по финансам? И что у нас будет в августе в личной жизни? Давайте узнаем. Итак, июнь. У нас выпадает 16-й старший аркан, башня. Конечно, как любой старший аркан, очень много значений. Первое, давайте начнем по порядку. Это тюрьма у нас изображена на карте. И иносказательно это какие-то препоны, это какие-то, наверное, ограничения, которые были прежде, они буквально рушатся. Все-таки это основное значение по карте башня. И то, что нам прежде мешало или не давало возможность решить что-либо, здесь как будто нивелируется, спадает. Может быть, законы меняются, обстановка вокруг вас меняется. То, что мы прежде только продумывали, может быть, или мечтали, здесь будет возможность осуществить. Но это будет сопряжено, это переходим ко второму значению, с какими-то
судьбоносными буквально событиями, которые развиваются вокруг вас. Это могут быть события непреодолимой силы. И надо сказать, что вот тот туз пентаклей, который у нас до расклада выпал, как раз и может означать какую-то новость, которую мы не ждали. Но, наверное, пространство нам пытается помочь каким-то образом расчистить, освободить путь для того, чтобы мы осуществили задуманное. И хотя это может приходить совершенно не тем путем, как какая-то возможность, которую мы могли ожидать, но увидеть вот наши перспективы будет очень важно в июне месяце. У кого-то, может быть, банально будет затеян ремонт какой-то, вы будете переделывать что-либо, или когда у нас выходит что-то из строя, и нам тоже нужно этим заниматься. С другой стороны, еще одно значение – это может быть пересмотр наших каких-то взглядов. Мы изменим свое мнение по какому-то вопросу, или это может касаться и личной жизни человека какого-то. Мы, одним словом, мы не оборачиваемся назад. Когда выпадает эта карта, нужно принять какие-то обстоятельства все-таки как данность. Давайте мы с вами посмотрим, раскроем июнь месяц, дела, работы, бизнес. Много непонятного, правда, тысячи каких-то неопределенностей, и поэтому мы не ускоряемся, а должны увидеть, повторяюсь, какие-то возможности в июне месяце. Будет определенно что-то для нас в плюс, потому что нет какой-то помехи, понимаете? Вот увидеть, наверное, в каком же или в какой же сфере жизни у меня сейчас словно открытый путь для вас будет важно. Но мы не делаем много шагов. Мы здесь еще не ориентируемся на какой-то далекий период. Надо будет прожить этот месяц в моменте здесь и сейчас. Это совершенно необходимо. Потому что когда выпадает карта Луна, это тысяча неопределенностей. И нам говорят, это временное явление, ускоряться нет смысла, как будто пройдет время, выглянет солнце, и что-то будет определенно ясно. Или как будто тучи какие-то, знаете, у нас рассеются, и будет тоже какая-то реальность нам понятна или более очевидна. И что бы нам тут не предлагали, наверное, если так вот в целом, то мы должны основываться на порядок, на какой-то закон. Мы не должны себя подвергать риску в июне месяце. И даже если ничего нет у нас глобального, знаете, я бы сказала, не время для скорости в июне. Может быть, нам и придется принимать какие-то решения быстро, вполне вероятно. Но это тогда как будто под воздействием каких-то внешних обстоятельств. Но сказать, что мы сами что-то форсируем, здесь нет. Нам придется научиться плавать практически в том фарватере, который нам предлагает судьба. Что у нас по финансам? А это вообще карта хладнокровия, карта, когда мы ищем правду какую-то, и мы ее находим, когда мы хотим докопаться буквально до истины. У кого-то могут быть вопросы, связанные с детьми, ну, кто знает, может быть, с обучением, через финансы, да, все-таки к нам приходит. Но в целом могу сказать, как и к деньгам отношения, так и к делам, хладнокровие, выдержка – это наши лучшие друзья. И вообще больше логики, наверное, в этот месяц. Не поддаться эмоциям. А эмоции могут быть, потому что что-то, посмотрите, по двум картам, это где-то как сумерки. И еще что-то либо непонятно. С одной стороны, мы можем быть вдохновлены буквально от того, что какие-то препоны разрушились, какие-то барьеры упали. Но это наше состояние, словно, знаете, неопределенность в виде какого-то, какой-то невесомости. Не случайно у нас на карте башня, двое изображены, которые падают. То есть стены разрушились, двое падают. И вот эта турбулентность, когда мы зависим от внешних причин каких-то, будет, увы, в июне месяце. И по Луне-то здесь тоже. И когда старшие арканы выпадают, нам тоже как раз об этом говорят. Поэтому для вас не ускоряться будет дважды очень актуально, и видеть хладнокровно ситуацию. А что у нас в личной жизни? Посмотрите, одни старшие арканы. Ну, за исключением
пажа, который у нас выпадает, мечей, да, на финансы, и, видимо, будет важно не потратить куда-то деньги, а в личной жизни для кого-то из вас вынужденный переезд буквально, или, может быть, тот переезд, который вы задумывали, а здесь, ну, прежде, например, не могли оформить документы, так вот здесь как раз могут какие-то те самые барьеры упасть, или если какие-либо документы по поводу переезда, может быть, далеко, а может быть, у кого-то и поближе, здесь тоже могут быть оформлены, как будто что-то может ускоряться, и нам нужно будет взять буквально мечту. И пусть это у вас выпадает на личную жизнь. Личная жизнь не всегда нам говорит о любви, а еще и о наших каких-то амбициях, которые на длительный период для нас вот такая звезда, сияйте как звезда, говорят. И по этой карте ведь это наша какая-то самореализация, которую мы должны видеть на далекий период времени. Не совсем мы должны, может быть, застревать. Решать-то вопросы по факту нам придется, да, но видеть свою перспективу для нас это будет важно. И вот именно осуществить какой-то либо переезд, либо для кого-то заложить основу вашего проекта или планировать какую-то новую работу, новый вид деятельности. Мы можем по этой карте изменить вообще, повторяюсь, вид деятельности. Это на самом деле может проиграться. Мы можем начать работать в интернет очень успешно и добиться популярности. Все же эта карта больше про амбиции наши или про здоровое честолюбие. Хотя у кого-то это может быть, если вы, к примеру, с вашим любимым человеком на расстоянии, вы как раз можете съехаться или могут получиться как-то к вашему успешному исполнению те мечты, которые вы себе задумывали, может быть, когда-то. А здесь словно пространство будет помогать продвигать словно вас. И даже если у нас хоть камни с неба, то для нас будет что-то в плюс. Важно для вас рассмотреть. И надо сказать, что по личной жизни, если у кого-то, правда, отношения даже на расстоянии проигрываются, или вы на расстоянии со своим партнером хотите съехаться, или вы хотите с семьей переехать, поменять жилье. По карте Луна как раз хорошо проигрывается место нашего пребывания, то есть семья или буквально наше жилище, то место комфорта, куда мы приходим отдыхать. И кто-то может вот этими вопросами и заниматься. Будьте внимательны. Июль. Окончательное решение или какая-то возможность. Здесь мы будем, скорее всего, еще от чего-то отказываться. Безусловно, это карта шанса, и от нашего выбора правильного направления будет зависеть какой-то наш успех. Не случайно меч у нас как будто коронован. Мы должны отказаться от того, что нас удерживает. Поэтому будьте готовы не просто рационально посмотреть на какую-то ситуацию, а еще и все же отказаться. Меч обоюдоострый, как будто рассекая пространство, он отметает то, что справа, слева, вот какие-то ненужные детали, которые, ну, не должны нас уводить от какой-то главной цели. Вот это будет важно. Но здесь ведь это возможность сама по себе. И значит, какой-то вопрос мы решим наверняка. Дела, работа, бизнес. Король Пентаклей, да шикарно. Тут и про дела, тут и про получение новой должности, и то, что мы хотим построить, совершить. Ведь король Пентаклей сделал себя сам. Поэтому где-то мы рассчитываем сами на себя от вашего как и правильного решения, так и от ваших правильных действий, от вашей правильной стратегии, какого-то тезиса, может быть, тезис плана разработанного. Ведь у короля Пентаклей все идет по плану. И он уверен, потому что он знает, каковы бы ни были обстоятельства вокруг, я все равно их подстрою под то, чего я хочу достичь. Точка, по-другому не бывает. Не таким образом, так другим образом. Найду я те средства, возможности. И поэтому он где-то выходит всегда победителем в вопросах благополучия, материального достатка. И все же эта карта у нас статусная, и поэтому для кого-то это может означать как какие-то перспективы по вашей деятельности, профессионализму, получению новой должности, повторяюсь, ну что-то хорошее. Может быть, и человек сам по себе такой будет в вашей жизни. Это люди, рожденные под знаком зодиака стихии Земли, или, может быть, асцендент имеет человек в этом знаке, Телец, Дева, Козерог, и у вас будут какие-то контакты, и тогда это может быть очень многообещающий союз. На этих людей мы можем положиться, как правило, они
достаточно добры, дружелюбны и готовы где-то как и помочь, так и, ну, какое-то сотрудничество мы с ними на такой уверенной основе тоже можем создать. Так и буквально все бумаги оформить. Ну, чего не возьми. Король Пентаклей сама по себе карта такая прогрессивная, которая и в моменте здесь и сейчас нам говорит об успешности как и о деньгах, так и на какой-то последующий период времени. И все же, что у нас с деньгами? Посмотрите, еще одна карта башня. Ну, наверное, не потратить деньги будет для вас важно. Вот теперь, да, две карты мы видим. Раз-два старших аркана повторяются за 2 месяца. Правильно расходовать свои средства. Не пойти, может быть, вот здесь у нас выпадает Луна. И если мы сказали, что это где-то могут быть вопросы нашего дома, так и могут быть наши домочадцы, которые нас могут склонять купить что-либо или какому-то определенному проекту, может быть, воспользоваться или потратить куда-то деньги. Так вот, от вашей логики, от вашего здравомыслия, хладнокровия, мои дорогие стрельцы, деньгами должны распоряжаться только вы. Иначе где-то можно что-то прошляпить. И вот в таких холодных энергиях надо быть. Поэтому я могу предположить, для кого-то из вас проиграется, вам придется сказать «нет», может быть, даже кому-то из своих близких по части какой-то ситуации, связанной с финансами. И ведь туз мечей мы с этого начали тоже предполагает. Где-то наш отрицательный ответ. От чего-то мы откажемся, чтобы не было балласта какого-то, понимаете? Для вас это будет тоже очень важно. Но при всей своей положительной как бы динамике карты король Пентаклей, рядом у нас выпадает башня, и о каких-то крупных тратах мы, конечно же, не говорим. Но я могу сказать, что для вас, если вы, к примеру, долгое время не могли получить деньги, какую-то сумму, то, скорее всего, ситуация ближется к разрешению какому-то. Вы эти деньги как раз начнете получать, или к вам они как будто приходят, возвращаются. Давайте посмотрим. Это действительно так. Тут любой проект вот будет для вас со знаком плюс. Шестерка мечей – это прекрасная карта совершенства успеха или завершенного успеха. Это не тот период, который может быть на несколько дней, а как раз и он, кстати, не говорит, увы, о любви, хоть и личная жизнь. Здесь больше, опять же, амбиции или то, что мы планируем достичь. По этой карте очень хорошо, опять же, переезды, смена места жительства, смена места работы, работа в интернет, удаленная работа, работа, связанная с перемещениями, или работа с большим объемом информации, это тоже по вашей где-то части, с большим количеством людей. В любом нашем проекте обещает карта успех, потому что у нас хватает мужества где-то сделать первый шаг, от чего-то отказаться, опять же. И часто эта карта шестерка мечей изображается в других колодах, как двое или трое в лодке отплывают от старого, предыдущего какого-то своего прошлого, от берега, иными словами, и даже не хотят оглядываться. И часто на карте грустные лица у этих людей, потому что вот именно элемент мужества, когда хватает решимости сделать какой-то очень важный шаг, от чего-то отказаться, словно оттолкнувшись от каких-то помех и от прошлого, закрыть в прошлое дверь. И если мы здесь что-то начинаем, шикарно, мои дорогие, но деньги мы не тратим, хотя абсолютный успех, как и по профессиональной деятельности, так и по осуществлению любого нашего проекта, если у нас хватает мужества, что-то сделать, вот я бы сказала по-своему, но просчитать все холодно от начала до конца. Есть успех и есть наше решение в июле. Это будет важно. И пространство-то само может вас и как в июне, так и в июле, вот в виде этих карт башни, подталкивать к какому-то очень важному выводу в вашей жизни. Август. А это сдача экзамена или буквально мы чему-то учимся. У кого-то это будет обучение, может быть, вы язык изучаете, иностранный, а кто-то, может быть, Python язык изучает. Или как раз про интернет мы говорим, да, освоение новой специальности. Или карта еще очень хороша в плане ремесленничества, когда мы какой-то свой проект, себя самого продвигаем. По этой карте мы бизнес можем начинать. По этой карте мы как будто движемся к чему-то, знаете, как прыгаем
прогрессивному. И это не просто любопытство, а это когда мы увеличиваем наш доход. Или это сами по себе, как знаете, эта карта цикличности часто проигрывается. Мы словно сдаем экзамен жизни, проходим один этап, завершаем и переходим на новый уровень. Почему я говорю про прогресс и увеличение финансового дохода? Вот у кого-то это будет как через обучение, да, пусть мы выучили, предположим, язык, значит, мы это применим к практике, и стало быть, доходы наши тоже вырастают. Или если мы решаем какие-то жизненные вопросы, может быть, жизненные такие по поводу нашего благополучия, мы тоже словно переходим на новый уровень. А для кого-то по личной жизни это тоже новые перспективы, когда мы меняем статус. Ведь по этой карте предполагается, что мы изменим статус либо через деньги, либо через достижения свои, либо и по личной жизни тоже, через какое-то сотрудничество, может быть. Дела, работа, бизнес, избавление от боли. Вот, мои дорогие, посмотрите, еще один старший аркан. Действительно, у вас будет пространство к какому-то выводу, выбору, подталкивать, давая вам какую-то информацию. Какие-то новости будут приходить, и ничто не будет просто так. Из области рационального надо продумать абсолютно все варианты. И уже в августе по карте страшного суда, когда мы получаем то, что нам как будто причиталось. Когда, знаете, свершается то, чего мы, может быть, очень хотели, и к чему мы прилагали много усилий. И пусть какие-то из этих усилий нам оказались в минус, или мы не могли что-то просчитать. Где-то, может быть, предыдущий период был связан с потерями буквально. Может такое быть. Или с тем, от чего мы сами отказались, вынужденно, может быть. Но карта нам уже говорит, что это обновление, возрождение и избавление от боли. И значит, закрой в прошлое дверь. Теперь у тебя совершенно другой жизненный этап. Подтверждает как раз карта отчасти тройку пентаклей. Что у нас по деньгам? И снова здравомыслие, холодный расчет. И где-то мы чего-то можем отказаться. Как будто деньги-то ведь будут, понимаете? Решать вопросы по деньгам мы как раз можем успешно. Но словно не тратим. Кто знает, может быть, осенью, с сентября месяца у вас появятся какие-то возможности, или вы будете осуществлять какой-то свой более глобальный план. А если эти вопросы, связанные с переездом, у кого-то проигрываются, значит, деньги словно в другом будут потрачены направлении. Где-то элемент экономии и здравомыслия, холодного расчета. И опять же повторюсь, когда мы отказываемся от ненужных трат, все-таки у нас это может свидетельствовать и об этом тоже. Вообще мы не надеемся ни на кого по этой карте и продолжаем учиться. По этой и еще карте королева мечей есть еще и такое значение, что мы немножко на своей волне. Мы не должны никому говорить о своих планах. Мы должны сохранять отчасти самого себя, хотя тут может быть какой-то очень глобальный план. И по тройке пентаклей, которая у нас вначале выпадает, тут ведь правда, тут может быть для вас какой-то вау, такой проект, который мы должны, может быть, выполнить в одиночку. Поэтому и реалистом нужно быть, поэтому и просчитать вам что-то придется, может быть, как в своих действиях, так и буквально в финансах. И что у нас выпадает на личную жизнь? Вообще карта легкости, карта спонтанности, карта поездок, карта предложений. Когда у нас хорошее настроение, когда у нас где-то, может быть, и идет отчасти по плану, но карта нам говорит больше, не застревай в этом моменте, как раз успевай воспользоваться возможностями, которые приходят на порог твой, вот именно в августе. Взаимодействовать с большим количеством людей, потому что мы как будто нарабатываем новый опыт. Действительно так, по карте страшного суда. И этим самым мы увеличиваем как и свой доход, свой профессионализм. Сама по себе карта говорит еще наперед. Ничто так не постоянное, как перемены. И значит, потом будет еще что-то меняться. Но это сама по себе уже, знаете, или само по себе состояние вдохновения, какого-то доброго азарта, когда нам чем-то хочется заниматься. Вы как будто должны осуществить какой-то свой очень важный проект. Может быть, тот проект, о котором вы мечтали долгое время. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, мои дорогие.